Алиса, включи отопление на среднюю мощность. Окей, поехали. Алиса, включи отопление на полную мощность. Окей, поехали. Алиса, включи отопление на минимум. Окей, поехали. Алиса, выключи отопление. Всем привет! Вы на канале Киберлаб. Автоматические выключатели с ручным управлением нужны для обеспечения защиты бытовой электросети. Однако современные технологии предлагают еще больше удобства и возможностей. В этой статье я расскажу об использовании автоматического выключателя с Wi-Fi управлением. Поехали! Первый автоматический выключатель я купил для того, чтобы контролировать работу дренажного насоса. И мне не приходилось бы зимой каждую неделю лезть и раскапывать дренажный колодец для его проверки. Если этот насос выйдет из строя, то вся поверхностная вода может попасть под фундамент дома, что может привести к печальным последствиям. А с использованием Wi-Fi автомата можно легко посмотреть график потребления и убедиться, что насос исправно работает. Позже я купил еще два автомата для управления электрическим отоплением. Как управлять котлом я показал в начале этого видео. Потом я вошел во вкус и приобрел еще автомат для скважинного насоса и для бойлера горячей воды. Часто бывает так, что уезжаешь с дачи на неделю и забываешь выключить воду и бойлер, что небезопасно и неэкономично. Теперь все просто. Даже за рулем можно управлять ими из мобильной версии ассистента или через приложение. Также в автоматических выключателях настроено расписание выключения. Они для безопасности отключаются ночью. Давайте теперь немножко расскажу о технической возможности этих выключателей. Устройство поставляется в картонной коробке. В комплекте также идет цветная инструкция на английском языке. Автомат рассчитан на максимальный ток 63 ампера, но это не проблема. Этот ток можно ограничить в настройках хоть до 100 миллиампер. Там же в настройках есть защита от перенапряжения. Это нужно для того, чтобы у вас не сгорела бытовая техника и что-то еще, в случае, если произойдет перекос фаз в сети или обрыв ноля. Есть еще настройка защиты по минимальной и максимальной мощности. Давайте теперь проверим на практике, как работают эти защиты. В качестве нагрузки буду использовать пылесос. Устанавливаю ограничение по току 7 ампер. Так как двигатель пылесоса плавно раскручивается, то защита сразу не сработает. Включаем. Пылесос работает. Теперь поднимаем ток. Все, сработал автомат. Теперь давайте проверим защиту от перенапряжения. Так как сейчас в сети порядка 225 вольт, то в настройках автомата можно прописать 220 вольт. Давайте попробуем. Пробуем включить. Сразу выключается. Потому что напряжение 225 сейчас. Алиса, включи воду. Включаем. Алиса, включи дренаж. Окей, поехали. Алиса, выключи воду. Выключаем. Алиса, включи бойлер. Включаем. На этом у меня все. Если вам нравится контент, не забывайте подписываться на канал. Всем пока!